Война. День 472. Ситуация на фронтах. Во время войны каждая сторона публикует лишь кадры своих успехов и неудач противника, и ни в коем случае не показывает свои неудачи. Сопоставляя такие кадры с обеих сторон, независимые аналитики и составляют картину происходящего. В данный момент Украина избрала тактику молчания, и в сеть практически не попадают кадры действия украинских войск, снятые украинцами. Поэтому картина боя сейчас формируется преимущественно российской стороной, где они, разумеется, публикуют лишь свои успешные действия, благодаря чему у рядового обывателя может сложиться неправильная картина происходящего. Тем не менее, даже из такого однобокого подхода освещения событий можно сделать некие выводы. Особенно, когда нам 3 дня подряд пытаются продать кадры одного и того же события с разных ракурсов, пусть и успешного для россиян. Воздух. Россия продолжает наносить удары по Украине с помощью дронов камикадзе «Шахед», а также крылатых и баллистических ракет. Так, сегодня ночью ударом дронов подверглась Одесса, где россияне поразили жилую многоэтажку, вследствие чего как минимум 2 человека получили ранения. Также баллистическими ракетами «Искандер» удар был нанесен по военному аэродрому в Миргороде. Сообщается о повреждении техники и инфраструктуры, но предварительно без жертв. Вчера ударом подверглись города Умань и Звягель, где россияне поразили жилые дома и супермаркет. В свою очередь поступают кадры удара украинских ракет по штабу российской группировки войск «Восток» на Арабатской стрелке. Это именно то место, куда весной приезжал Путин. Тогда, правда, у Украины еще не было таких дальнобойных ракет. Восток. Судя по всему, на данный момент бойцы РДК отошли из занятого им села Новая Толважанка в Белгородской области, и бои там утихли. По линии Сватово-Кременная отмечаются локальные бои, но без продвижений, как и на правом берегу Северского Донца. Любопытные события разворачиваются в районе Бахмута, где уже который день подряд по флангам удается продвигаться украинским войскам. Так, севернее города ЗСУ достигли не только Берховского водохранилища, но и самой Берховки, что, учитывая украинский выступ в районе Северска, может вынудить россиян отступить со своего Красногорского выступа, ну или же доблестно оказаться в окружении. Более того, подобные события происходят и на юге, где украинцы небольшими силами продолжают ежедневно теснить россиян, и от былых клешней уже почти ничего у них не осталось. Дальше основные события происходят на южном направлении, где, как заявляют россияне, началось украинское наступление. И в самом деле, бои там активизировались. Более того, там наконец появились кадры использования западной техники, такой как танки Леопард-2 и БМП Брэдли, среди которых уже и есть первые потери. Но тут важно понимать, что Леопард-2 это просто хороший танк, а БМП Брэдли хорошая БМП, а никакое не чудо-оружие. Так-то, по данным Орикс, за войну Украина уже потеряла 527 танков и 559 БМП. Так что в этом плане потеря еще 2 танков и нескольких БМП сильной погоды не сыграют, и судить о каких-либо провалах поэтому точно не стоит. Как бы того ни хотела Россия. К слову, которая по тем же данным Орикс потеряла 2023 танка и 2392 БМП. Что в 4 раза больше, чем потери Украины. Собственно, данные потери зафиксированы в районе Малой Токмачки, Запорожской области при атаке на российские позиции, после чего россияне который день с разных ракурсов пытаются осветить это событие, придав ему большей важности. В то же время аналитик Константин Машковец считает, что российское командование, оказавшись перед угрозой прорыва линии обороны, вскрыла всю свою артиллерию, дабы помешать прорыву ЗСУ, подключила всю имеющуюся авиацию и пустила в движение резервы в количестве 8 бригад из 10 имеющихся. Да, именно эти меры по сути и не дали значительно продвинуться украинским войскам,
и артиллерия нанесла потери украинской техники в количестве около 20 единиц. Но в свою очередь, российская артиллерия, будучи вскрытой, подверглась контрбатарейной борьбе, что впоследствии может иметь ощутимый эффект. Так, например, на видео попало уничтожение 2 систем ТОС-1. Также, если говорить о имеющихся немногочисленных кадрах с украинской стороны, то было продемонстрировано бегство российских войск с первой линии обороны. Спасибо за просмотр, не забывайте поддерживать канал и видео лайками, подпиской и комментарием.